среду, 21 января, выйдет предварительное обновление нового дополнения Midnight. И в этом видео я расскажу обо всех новинках и изменениях, которые нас ждут. Если вы смотрите это видео до выхода припатча, то вот вам список дел, которые вы можете выполнить до 21 числа. 28 января, через неделю после выхода припатча, мы получим два временных события. Ивент припатча и увеличение опыта при прокачке. 27 февраля начинается ранний доступ нового дополнения для игроков с Epic версией. А для всех остальных игроков, то есть для простых смертных, Midnight начнется 3 марта в 2 часа ночи по московскому времени. Вместе с выходом припатча уровень предметов, а также все характеристики игроков значительно снизится. Разницу вы видите у себя на экранах. Любители маленьких циферок можете радоваться. Также вас ждет огромное количество классовых изменений. Останавливаться подробно я не буду, ссылочку оставлю в описании. Но если вкратце, то разработчики идут в сторону упрощения классов, а потому будьте готовы не увидеть некоторые способности на ваших панелях. Всем специализациям увеличат длительность блокирования школы магии после успешного прерывания, а всем хилам, кроме шаманов, прерывание и вовсе удалят, а всем классам с таунтом увеличат агрогенерацию от него в 2 раза. Вместе с выходом припатча бонусы всех комплектов упразднят, и они будут просто увеличивать наносимый урон или создаваемое исцеление. Ну а теперь к более громким новинкам. Всем игрокам станет доступна новая специализация охотников на демонов Пожиратель. Никаких квестов или дополнительных задач для разблокировки специализации делать не нужно. Просто заходите и играете. Пожиратель — это боец средней-ближней дистанции, что-то типа дракона. Рассказать больше я не могу, так как на нем не играл, но вы сможете опробовать Пожирателя самостоятельно. Также появится новая комбинация расы и класса, а именно эльф бездны, охотник на демонов. Чтобы их открыть, вам необходимо выполнить небольшую цепочку квестов, на которую уйдет около 15 минут вашего времени. Начать ее вы сможете в Дарнагале у посыльного Айлора рядом со столом приказов. Одна из главных новинок припатча — улучшение системы трансмогрификации. В первую очередь разработчики изменили интерфейс этой системы. В левой части можно покупать ячейки для наряда. Это, так сказать, комплекты вашего визуала. И на каждый такой комплект вы можете добавлять условия использования в разделе ситуации. Например, один комплект можно использовать в подземельях, другой в открытом мире, третий, например, в рейдах, четвертый только на определенной специализации и так далее. Я думаю, вы прекрасно сами разберетесь. Самое важное, что нужно знать о новой системе трансмогрификации: теперь вы изменяете визуал не конкретной вещи, а конкретного слота. И если вдруг вам выпадет новый нагрудник или шлем или какая-то еще новая вещь, и вы ее наденете, то визуал останется таким, каким вы его выбрали в ячейке у трансмогрификатора. Вау! Наконец-то! Вот это я понимаю Warcraft будущего. Также можно вывести отдельные комплекты на панель способностей и переключать их одним щелчком мыши. Обратите внимание, что золото в таком случае не тратится. Все это бесплатно. И последнее, что нужно знать о новой трансмогрификации: если вы полностью откроете рейдовый комплект одного тира, то автоматически откроете все комплекты этого же тира, но из более низких сложностей. И если вы пойдете, например, в рейд мифической сложности, то при получении полного комплекта также получите визуал из героической, нормальной и ЛФР сложностей. Разработчики даже добавили новый элемент интерфейса, который показывает эту возможность. Еще одна очень важная новинка — изменение Combat API для пользовательских модификаций. Теперь аддоны не смогут получать большую часть информации из боя, а потому многие аддоны лишатся некоторых своих функций. Так, например, популярный аддон Vikaurus объявил о прекращении работы, и поэтому, если вам не понравится встроенный трекер способностей от Blizzard, то сочувствую, ведь вам теперь придется искать альтернативы. Также нельзя будет отслеживать время восстановления способностей союзников и противников, так что аддон Omni CD будет недоступен. Если же вы хотите увидеть отдельное видео про интерфейс и аддоны, напишите об этом в комментариях. А мой полностью настроенный интерфейс для припатча и нового дополнения вы сможете получить, оформив платную подписку на Boosty или в телеграм-канале. Ссылочки оставлю в описании. Там же вы сможете получить дополнительный контент, особенно после старта нового аддона. Гайды на классы, фишечки в подземельях, советы по прохождению рейдов и ключей, а также разбор своей игры и аккаунт с премиум рейдботом
модс для симуляции урона вашего персонажа. Но чтобы изменение Combat API прошло менее болезненно, разработчики добавят в припатче много новых встроенных инструментов. Итак, что же нового получит встроенный интерфейс от Blizzard? В разделе улучшения процесса можно включить предупреждение боссов и настроить отслеживание способностей боссов в PvE контенте. Его можно сделать как вертикальным, так и горизонтальным. Я проверил все за вас, он даже работает в подземельях и рейдах третьего сезона The War Within. Для отслеживания урона, исцеления и прерываний разработчики добавили собственный DPS-метр, он же счетчик урона. Он находится в очень сыром состоянии, но самые базовые функции все-таки выполняет. А для полноценного анализа событий в бою вам придется пользоваться записью видео или логов. Для отслеживания своих способностей и бафов разработчики улучшили собственный менеджер восстановления. Скажу по опыту беты, там все еще может не хватать некоторых важных бафов, и также в него нельзя добавить отслеживание зелий, аксессуаров и других предметов без использования сторонних модификаций. В разделе «Дополнительная аудиоинформация» можно добавить звуки для определенных событий, например, изменение здоровья, начало боя или если вдруг вас кто-то выбрал в цель. Также улучшения получили рейдовые фреймы. Им изменили отображение вредоносных дебафов, изменили свечение и добавили отслеживание активных защитных способностей союзников. Способности, которые позволяют воскрешать союзников в бою, будут подсвечиваться, если кто-то из ваших союзников умрет в рейде или подземельях. Рейдовые бафы будут подсвечиваться вне боя, если у кого-то из участников группы или рейда они отсутствуют. Также важное улучшение получили индикаторы здоровья врагов. Для них разработчики добавили много нового в отдельном разделе, в котором вы можете настроить их так, как вам нравится. Ну и последние изменения касаются журнала путешествия. Не знаю, что тут сказать, все просто стало чуточку удобнее и красивее. Из неочевидного в правом верхнем углу добавили кнопку с наградами из Великого Хранилища. Нажав ее, открывается окно с отслеживанием вашего прогресса в недельном хранилище. Ввиду сплющивания характеристик и изменений классов и аддонов, разработчики также ослабят подземелья и рейды. Из важного, разработчики значительно ослабили разломие и пространствуса в Моногорн Омега, а подробнее можете почитать по ссылочке в описании. И да, опережая вопросы, ключи и рейды все еще будут доступны в припатче. Для любителей PvP контента ввели новый режим тренировочной площадки. Он создан для новичков, которые хотят освоить азы. Этакий учебный полигон, в котором вы вместе с другими игроками будете сражаться против умных противников под управлением искусственного интеллекта. Там вы сможете лучше понять, как работают поля боя и какую роль в них играют разные классы. Вместе с выходом припатча, жилища игроков станут доступны всем игрокам с любой версией Midnight. Неважно, какое издание вы купили, вы получите доступ. Нет, простите. Те, кто заказал коллекционки, ждите и грустите. Я, если что, в вашей компании. Жилища игроков получат несколько новинок. Откроются так называемые предприятия. Это ивенты, которые проходят каждый месяц. Во время их проведения будут доступны общие задания для соседей в районе, благодаря которым можно прокачивать свои дома намного быстрее, а также получать дополнительные награды для ваших жилищ. К слову, теперь дома можно будет прокачивать до 9 уровня. Игрокам Альянса станет доступен внешний вид домов в стиле ночных эльфов, а игрокам Орды в стиле эльфов крови. Как и в любом припатче, мы получим новое временное событие. Я бы не сказал, что текущее временное событие чем-то отличается от предыдущих. Называется оно «Сумеречное Вознесение», но откроется оно через неделю после выхода предварительного обновления. Принять в нем участие смогут все персонажи 10 уровня и выше. Проходить оно будет в Сумеречном Нагорье, а в награду за выполнение активностей вы будете получать новую валюту – знак различия Сумеречного Клинка. В самом ивенте будут локальные задания, редкие боссы в мини-событии и еженедельные задания. Пока нигде информации не нашел, но обычно события припатча — это лучший способ для прокачки и одевания альтернативных персонажей. Так что если вы хотите подготовить их к новому дополнению, то валяйте. За валюту припатча вы можете приобрести экипировку 121 уровня в ранге защитник 1 из 8, либо же эксклюзивные косметические предметы, часть из которых вы видите у себя на экранах. Маунтики, пейтики, трансмог и декор для дома. Ну и последнее, для коллекционеров появится новое достижение за 600 маунтов в коллекции, за получение которого вам станет доступен новый маунт Анушала Наставление Тени.
Вот таким получится предварительное обновление Midnight. Надеюсь, видео вам понравилось и вы подпишитесь на канал. Я стремлюсь вот к этой цифре, просто потому что она красивая. Напишите, что думаете о припатче в комментариях, но лично я считаю, что новинок, будто бы недостаточно, и в них нет ничего особенного. Да, изменения аддонов, да, новая система трансмогрификации и дома, но в остальном... как будто бы не то, чего ожидаешь от нового аддона и припатча. Ну а с вами, как всегда, был Рупи, и помните, что все хорошо в меру, даже количество контента от Blizzard. И пока!